В одном прекрасном лесу, среди густой зелени и сладкого пения птиц, жил один добрый старик. Он проводил свои дни в уединении, наслаждаясь неземной красотой природы и воспоминаниями о далеком, но таком близком прошлом. Он часто бродил по густому лесу в полном одиночестве, ощущая прикосновение мягкой земли и древесной листвы под ступнями. Он любил эти места, ведь каждая ненастная погода и солнечный блеск были свидетелями его счастья и горестей. Летом он собирал грибы и ягоды в местном лесу, а зимой ходил на рыбалку на речку, которая находится в 1 километре от дома лесника. Вся его сознательная жизнь прошла именно в этом тихом и уютном доме, затерянном на окраине маленькой деревушки. Здесь он прожил каждый день со своей любимой женой, которая, к сожалению, ушла из этого мира 5 лет назад, оставив в его сердце лишь теплые и счастливые воспоминания. Вместе они воспитывали своего сына, проводили долгие вечера с рассказами и прогулками по этому магическому лесу. Вся их жизнь была пропитана любовью и счастьем, словно волшебное заклинание, которое сохранялось в их доме. Его сын сейчас живет в далеком, отдаленном городе, полном суеты и возможностей, куда он устремился, преследуя свои карьерные амбиции и стремясь достичь вершин большого мира. И в то же время, несмотря на всю свою занятость и проблемы, он всегда находит время и возможность отправить свою маленькую дочку, для того, чтобы она провела летние каникулы, наполненные свежим воздухом, радостью и заботой, к своему деду, который остался жить в старом, но уютном доме, находящемся где-то в тихом уголке мира. Старик всегда с нетерпением ждал этот момент. Он любил свою внучку больше всего на свете, и каждый ее приезд был для него настоящим праздником. Они проводили вместе много времени, гуляли по лесу, собирали ягоды, разговаривали о жизни. Внучка узнавала от дедушки много интересных историй и получала от него мудрые советы. Вместе они забывали о времени и окружающем мире, погружаясь в свои беседы, которые становились все более глубокими и значимыми. Старик делился с внучкой своим жизненным опытом и уроками, которые он усвоил за долгие годы. Он учил ее ценить природу, людей и небольшие радости, которые она дарит каждый день. Внучка слушала его внимательно и с уважением, понимая, что его слова идут из сердца и полны мудрости. Эти моменты с дедушкой были для нее особенными и запоминающимися, они создавали неповторимую атмосферу счастья и любви, которая оставалась в ее сердце на долгие годы. Но однажды, когда солнце ярко светило, а пение птиц наполняло воздух, внучка пошла поиграть на улицу и не вернулась. Старик начал тревожиться, время шло, а внучки все не было видно. Он решил найти ее и отправился на поиски. Беспокойство за внучку стало все сильнее, когда проходили часы, а она так и не появлялась. Он обыскал каждый уголок леса, проверил все места, где она обычно бывала, но никаких следов не было найдено. Все это время старик не переставал надеяться, молился и верил, что его внучка найдется. Старик медленно, но настойчиво прошел через густые, плотно заросшие кустарники и тихие, уютные поляны, всюду оглядываясь, с надеждой увидеть хоть какой-то след своей дорогой внучки. Лес простирался перед ним сетью множества тропинок, в которых легко было запутаться и потеряться. Сердце старика бешено стучало в груди, каждый его шаг сопровождался мощным ударом, а страх, как холодный осенний туман, охватывал его душу, не позволяя ему ни на секунду ослабить бдительность. Он боялся, что потеряет свою маленькую и неповторимую внучку, свою самую большую радость и гордость. И тут, когда старик уже начал терять надежду, он услышал слабый, приглушенный плач. Следуя звуку, он увидел маленькую девочку у самой границы леса. Это была его внучка. Она была испугана, не зная, как вернуться домой. Но она была не одна, рядом с ней сидела волчица со своими волчатами. Старик сначала испугался, что волчица причинит вред его внучке, но потом понял, что у нее нет злых мыслей, а она всего лишь хочет помочь и защищает девочку. Она пришла к девочке и, словно чувствуя ее страх, начала охранять ее. Вместе со своими волчатами она окружила девочку, создавая невидимую стену защиты. Волчица несла на себе добрую энергию, шептала девочке успокаивающие слова и давала ей смелость, несмотря на свои собственные опасения. Минуты казались вечностью, пока старик не добрался до места, где его внучка заблудилась. Он увидел эту невероятную картину. Волчица,
которая, несмотря на опасность, осталась рядом с девочкой, защищая ее до прибытия помощи. Старик не сдержал слез, когда увидел этот акт верности и сострадания. Он встал на колени перед волками, чувствуя глубокую благодарность и уважение. Он поблагодарил их за спасение внучки, за то, что они, несмотря на свою дикую природу, показали такую нежность и заботу. Волчица и ее волчата только слегка кивнули головами, словно понимая, что это было их долгом. Старик с внучкой вернулись домой, их сердца были полны благодарности и любви. Они никогда не забудут этот день, этот настоящий чудесный момент, когда волчица стала их спасителем. И с тех пор, каждый раз, когда они гуляли по лесу, они всегда видели следы волков и помнили о ее верности и доброте. Эта история стала для них важным уроком о том, какая большая может быть доброта и преданность. Волчицы, хоть и считаются опасными и злобными, могут быть добрыми и душевными существами, готовыми оказать помощь и спасти в трудную минуту. Каждый раз, когда они увидят следы волчицы, их сердца будут наполняться восхищением и благодарностью. Они никогда не перестанут быть признательными за этот акт милосердия. Этот опыт изменил их жизнь навсегда, даря им надежду и веру в доброту окружающего мира. Они начали ценить природу еще больше и заботиться о ней, чтобы сохранить красоту и сохранить мир для будущих поколений. Этот день стал символом их взаимодействия с природой и привнес в их жизнь новые ценности и убеждения. Они с гордостью рассказывали своим друзьям и знакомым об этом инциденте, чтобы поделиться своим опытом и вдохновить других. Их история стала примером для многих других, показывая, что доброта всегда выигрывает и может изменить мир к лучшему. Спасение внучки стало символом того, что даже в самых опасных ситуациях, когда кажется, что все безнадежно, мир всегда приходит на помощь. Волчица стала героем не только для старика и его внучки, но и для всех, кто услышал эту удивительную историю. Кроме того, эта история стала своеобразным примером силы родительской любви. Внимательно следя за девочкой, волчица не только защитила ее от опасности, но и принесла надежду и спасение всем, кто столкнулся с подобными трудностями. Завершая эту историю, нельзя не упомянуть о том, что каждый из нас, будь то человек или животное, способен на подвиги и жертвы, когда дело касается спасения близких нам сердец. Таким образом, эта история о волчице, которая стала героем в спасении внучки, напоминает нам о том, что сила и преданность могут находиться в самых неожиданных и невероятных местах, и они всегда сопровождают нас в нашем пути через жизнь. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данного видео? Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, так вы найдете еще много интересного.